Тансан! Перевал Дзялин затоплен. Тансан применил умение сердца морского бога, чтобы пробиться через защиту крепости. Это сердце было в покрове безбрежного моря. И когда Тансан получил признание священного оружия, Трезубца, оно переместилось туда. Его навыки также отличаются от самого Трезубца. Один из них мы увидели, когда Тансан сломал защитный барьер мастеров мечей ветра. В итоге их глава, мечник, погиб. В этой серии в общей сложности умерли два сильных мастера, выше 80 ранга. Бибидун высосала всю жизненную энергию из Туобаси, когда сражалась с костяным драконом. В итоге этот мастер просто исчез, растворился в воздухе. А второй погибший – это глава мечей ветра. Ряды духовных мастеров Бибидун редеют с каждым разом все быстрее. Духовные навыки титулованного Кости были весьма впечатляющие. Его костяной дракон смог противостоять сильнейшей атаке Бибидун. Конечно, стоит учесть, что императрица была серьезно ранена после предыдущей битвы с Тансаном и еще не полностью поправилась. К тому же Гурон в этот момент пользовался усилением Нинфэнджи, а это как минимум повышение силы на 1 ранг. В итоге Бибидун была сильно отброшена атакой костяного дракона, а в ответ Гурон получил лишь пару царапин. 9-й навык титулованного Кости смотрится ничуть не хуже, чем способности мастера меча. Итак, Тансан силой морского бога без особого труда поднял огромную волну и затопил стены перевала. Теперь войска Небесной Империи пошли в атаку. На защите крепости все еще несколько титулованных: Хулена вместе с братом, Бибидун и пара великих духовных воителей. Очевидно, что Духовная Империя находится в проигрышном положении. Им срочно нужно подкрепление. И вскоре так и произойдет. Прибудет большая сила. Серия закончилась на том моменте, когда Тансан спустился прямо к Бибидун. Он сказал, что готов отомстить ей за все зло, которое она сделала. Но сейчас Бибидун точно не умрет. Как показали в анонсе, начнется решающая битва Тансана и Бибидун на перевале Дзялин. Наблюдая все их битвы с начала войны, можно сказать, что Тансан постепенно увеличивал свое преимущество, а императрица наоборот теряла позиции. Бибидун сменила свой дух на Императора Пауков Смерти и продолжала использовать свои навыки, но теперь она вообще ничего не может сделать Тансану или как-то ранить его. Да, убить мастера 99 ранга не так легко. Тансан понимал, что Бибидун будет изо всех сил сопротивляться, но его трезубец был слишком властным, с чем Бибидун пока не могла сравниться, потому что она еще не получила божественное оружие – косу Ракшасы. Поэтому в трейлере мы видим, что Тансан разносит Бибидун в пух и прах, он ее просто уничтожил и разбил. Императрица отлетела с огромной скоростью, избитая Тансаном, но она также воспользовалась возможностью заманить Тансана в ловушку. На городских стенах находились странные механизмы, которые начали движение и как будто ожили. Что это за статуи, неизвестно, но очевидно, они не смогут остановить Тансана с его божественным оружием. Может быть, совсем неожиданно появится легион ангелов и нападет на Тансана. Также мы видим противостояние двух мощных слияний – Даймубай и Джуцин против Хулены и Сеюэ. Очарование Хулены действительно сильное, оно не слабее уровня начального титулованного. Красный туман может выпускаться постоянно, имеет широкий спектр эффектов и очень хорош для групповых атак. Он даже может подчинить обычных солдат, но адский белый тигр, по моему мнению, все же намного сильнее. Даже если взять уровни мастеров, то Даймубай и Джуцин уже выше 80-х рангов, а значит их слияние будет куда сильнее. Хулена и ее брат только на 70-х рангах. Как вы думаете, какое слияние духов победит 1 на 1? Напишите в комментариях. Тем не менее, в Красный Туман сражаться с Хуленой пришли все монстры Шрека. Мы видим, как они сплоченно всей командой участвуют в битве. Нин Ранрон, Сяву, Джуцин, Оскар и Маханзюнь сконцентрировали всю свою силу и передали ее Даймубаю, что позволило ему моментально прорваться к силе титулованного. Интересно, что белый тигр Даймубая стал темным, практически черным. Вероятно, его дух изменился, стал более ужасающим, грозным и сильным, когда сила превысила уровень титулованного. Поодиночке ни Хулена, ни Сюэ не соперники никому из монстров Шрека, но это их слияние с Красным Туманом – большая помеха. Внутри тумана чувство духовной силы будет постоянно притупляться, а сила неуклонно теряться. Поэтому в этой ситуации монстры Шрека решили действовать быстро и объединили все свои силы, чтобы победить врага. В целом сюжет будет немного изменен. В оригинале Тансан чуть не убил Бибидун, но после того, как Хулена вступила за своего учителя и спасла ее, Тансан временно отступил. После этого появятся священнослужители храма, которые существенно поменяют ситуацию у перевала Дзялин. Напишите в комментариях, как вы думаете, стоило ли Тансану щадить Бибидун? Также хочу поблагодарить всех, кто задонатил, особенно Аноним, Игнор, Андрей Кольцов, Руслан и Славик. Большое спасибо, ваша поддержка действительно важна. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи.